Отношения есть процесс взаимодействия между людьми, то есть отношения могут быть хорошими и плохими, трудовыми и сексуальными, родственными и производственными и так далее. В общем, везде, где люди взаимодействуют друг с другом, между ними устанавливаются какие-то отношения. Нас интересует такой аспект наших отношений, как их качество. Конечно, нам очень хочется, чтобы отношения с другими людьми у нас были хорошими, но так бывает не всегда. Достаточно часто отношения нас не устраивают, и мы хотели бы изменить их. Но у нас ничего не получается. Здесь возникает вопрос, кто является источником плохих отношений, их причиной? Их портим мы или мы жертвой каких-то обстоятельств или других людей? Конечно, нам удобнее представлять себя жертвами окружающих людей. Именно они делают что-то такое, в результате чего у нас портятся отношения. Например, родители навязывают вам какие-то свои ценности или страхи, которые кажутся вам необоснованными, и в итоге у вас портятся отношения. Ваши дети ведут себя так, что вы вынуждены идти на обострение отношений с ними. Муж и жена имеют претензии друг к другу, которые портят прекрасные отношения влюбленности, с которых все начиналось. На работе руководители и подчиненные имеют разные ожидания, в результате чего отношения между ними портятся. А как отличить хорошие отношения от плохих? По тем эмоциям, которые вызывают эти отношения. Если отношения хорошие, то в их процессе люди либо не испытывают никаких эмоций, просто разговаривают, общаются, не сопровождая это общение никакими сильными эмоциями, либо в процессе общения люди испытывают положительные эмоции, одобрения, радости, восторга. Если отношения плохие, то мы испытываем совсем другие эмоции: недовольство, тревогу, раздражение, обиду, вину, стыд, ревность и так далее. Что примечательно, спектр негативных эмоций значительно шире, чем спектр положительных эмоций. Что здесь интересно? То, что мы сами внутри себя даем оценку качеству наших отношений. Если мы испытали раздражение или обиду, то мы говорим, что отношения у нас плохие. Если бы мы смогли в этих же обстоятельствах испытывать другую положительную эмоцию или хотя бы сохранить нейтральное эмоциональное состояние, то мы оценили бы наши отношения как положительные. То есть вы сами выдали негативную эмоцию и сами же оценили ваши отношения как негативные, то есть нежелательные. Сами сотворили и сами же недовольны вашим результатом. Почему же вы не могли выдать другую эмоцию в этой же ситуации? Положительную. Не получилось. Потому что мы не умеем управлять нашей эмоциональной оценкой происходящего. Наше эмоциональное реагирование возникает помимо нашего осознанного желания. Ребенок принес не ту оценку из школы, муж засмотрелся на другую женщину, начальник неправильно оценил результаты вашей работы. В этих и множестве других ситуаций вы даете непроизвольную негативную эмоциональную реакцию. Как только это произошло, ваши отношения начали портиться. Если что-то подобное повторяется несколько раз, то ваши отношения портятся окончательно. То есть испортили их вы, дав негативную оценку происходящим событиям. Можно ли научиться всегда давать спокойную и положительную эмоциональную реакцию в любых ситуациях, чтобы сохранять хорошие отношения? Причем не просто улыбаться на все 32 зуба, пряча истинное отношение под маской доброжелательности, а по-настоящему сохранять спокойствие и благожелательность, что бы ни происходило вовне или внутри вас, за исключением случаев реальной угрозы вашей жизни, разумеется. Теоретически так вести себя можно, наверное, но для этого нужно понимать, как внутри нас возникает эмоциональная реакция. Чтобы понять, что и как функционирует внутри нас, сначала давайте рассмотрим ту модель устройства человека, которая принята за основу на этом сайте. Согласно этой модели, все мы находимся под управлением сразу 4 самостоятельных центров, каждый из которых решает свои задачи. Почти все эти центры имеют представительство в нашем теле. Например, вы можете не знать, что вы носите в голове 2 самостоятельных мозга. Это не фантазия автора сайта, это давно известно в такой области науки, как нейрофизиология. Первый, наш самый древний мозг, это рептильный мозг.
Именно он обеспечивает нашу защиту и продолжение человеческого рода. Нейрофизиологи считают, что возраст рептильного мозга свыше 2 миллионов лет. Вполне цельную деятельность рептильного мозга удобно описывать через инстинкты. В рамках принятой на этом сайте модели используется всего 3 инстинкта. Это инстинкт продолжения рода, инстинкт выживания и стайный инстинкт. Этого вполне достаточно. Все вместе наши инстинкты обеспечивают нашу безопасность, вашу личную и человеческого рода в целом. Дальше мы будем считать, что этот первый центр – это наш центр обеспечения безопасности. Стремясь помочь нам избежать опасностей, наш рептильный мозг все время сканирует окрестности и указывает нам на наших потенциальных недругов, как на потенциальную опасность. Подробнее об этом вы узнаете позже. Второй наш мозг называется новый мозг или неокортекс. Еще он называется кора головного мозга. Вы могли слышать такое словосочетание. Нейрофизиологи считают, что этот мозг появился у человека всего 40 тысяч лет назад. Этот второй наш мозг делится на 2 полушария. Левое полушарие нового мозга обеспечивает нам логическое, рациональное мышление. Это наш разум. Дальше мы будем считать, что это наш центр принятия рациональных, то есть обдуманных решений. Именно он позволяет нам принимать рациональные решения в нестандартных ситуациях. Когда вы обсуждаете планы или ищете выход из проблемной ситуации, вы как раз используете этот центр. Правое полушарие нового мозга обеспечивает нам получение готовых решений без предварительного анализа. Стихи, картины, музыка, изобретения, идеи, интуитивные догадки и прочие плоды деятельности правого полушария приходят к нам сразу в готовом виде, без предварительного анализа или синтеза. Люди называют эти процессы озарением или интуицией. Поэтому дальше мы будем считать, что правое полушарие нового мозга есть центр творчества. У большинства людей он почти никак не проявляет себя. А еще у нас есть то, что называется подсознание, которое не имеет отдельного представительства в теле. В подсознании хранится то, что можно назвать нашей картинкой мира. Это наши верования, убеждения, ожидания, наш опыт, наши ожидания от себя и окружающих людей, наши привычки и многое другое. Это программный блок, который управляет нашим поведением, когда ситуация повторяется, и нам не нужно принимать неординарные решения. Все мы имеем внутри себя огромное количество готовых программ поведения на все случаи жизни. Эти программы мы закладываем в себя в ходе нашего развития и воспитания. То есть мы когда-то загрузили в себя эти программы поведения и дальше бессознательно используем их в подходящих условиях, считая их единственно правильными. Слова «загрузили в себя» не означает, что мы это сделали осмысленно. В детстве мы просто слушаем авторитетных для нас людей и верим тому, что они говорят. А вера как раз и есть процесс некритического и безоценочного восприятия новой информации. То есть информация от авторитетных для нас людей сразу проходит в подсознание и принимается нами к исполнению. Именно для этого к рекламе привлекаются авторитетные, известные люди. Когда мы некритично загружаем в себя новые программы поведения, мы не задействуем разум, то есть не оцениваем, являются ли эти программы поведения самыми лучшими в нынешней ситуации. Мы просто выполняем их, не оценивая их. Так функционирует 4-й центр управления нашим поведением в повторяющихся ситуациях. Назовем его центр готовых решений. Но это не просто пассивное хранилище наших готовых программ поведения. Центр готовых решений непрерывно сканирует то, что происходит с нами. И как только возникает подходящая ситуация, для которой у него есть готовая программа поведения, он тут же перехватывает управление нашим телом и запускает эту программу. И мы начинаем выполнять ее. Если вы водите автомобиль, то знаете, что если чуть-чуть отвлечетесь от нужного вам нового маршрута, то вы бессознательно попытаетесь ехать по привычному маршруту. Или другой пример. Вы идете по улице и видите знакомого человека. Возникает ли при этом внутри вас паника? Вот идет знакомый, что-то нужно сделать, но что? Нет, конечно, это повторяющаяся ситуация,
на которую в центре готовых решений имеется несколько готовых вариантов ваших действий. Ваш четвертый центр моментально выбирает из наиболее подходящую для данной ситуации программу действий и реализует ее через тело. То есть вы либо просто говорите «привет», либо останавливаетесь и жмете руку, либо обнимаетесь, в зависимости от наиболее подходящего к данной ситуации ритуала приветствия. Все это делается автоматически. Ваш разум и инстинкты при этом не задействованы. На физическом плане все наши готовые программы поведения реализованы в виде узлов нейронной сети головного мозга. То есть в нестандартных ситуациях нами управляют два центра принятия решений – наш разум и наши инстинкты. И иногда подключается центр творчества, когда нам нужно найти решение нестандартной задачи. А в стандартных повторяющихся ситуациях нами управляет центр готовых решений, или он же наше подсознание. Какой же из этих четырех органов управления нашим поведением создает нам негативные эмоции? К сожалению, в этом участвуют минимум 3 из них. Например, когда вы учились в школе, ваши родители много раз говорили вам, что нужно учиться только хорошо, иначе ничего не достигнешь в жизни. Это убеждение о том, что в школе нужно учиться хорошо, в детстве загрузилось в ваш центр готовых решений и ждет, когда оно понадобится. Причем совершенно не имеет значения, имеет ли оно хоть какой-то смысл. Центр готовых решений не оценивает правильность имеющихся в нем убеждений, он просто их исполняет. Например, вы могли очень хорошо учиться в школе, но потом жизнь у вас не сложилась, и вы считаете себя полным неудачником или неудачницей. Потом у вас появился ребенок, он пошел в школу, и вы стали требовать от него, чтобы он хорошо учился, чтобы преуспевать в жизни, сами понимаете. И вот наступила ситуация, когда ребенок принес из школы плохую оценку. Или вы узнали о ней из интернета, как это принято сейчас в некоторых школах. Что произойдет внутри вас при этом известии? Ваш рептильный мозг, который обеспечивает вашу безопасность, обнаружит расхождение реальной оценки ребенка и вашего убеждения о том, как он должен учиться. Это расхождение рептильный мозг оценивает как опасность и немедленно приходит вам на помощь. Он переводит вас в возбужденное состояние, которое называется раздражение, и в этом состоянии вы с позиции силы выговариваете ребенку, чтобы он изменил свое отношение к учебе. Если вы были достаточно убедительны, то ребенок вас пугается и некоторое время приносит только хорошие оценки из школы. Ваши отношения немного испортились. Ребенок начал бояться вашего гнева, стал более скрытным по отношению к вам. Если ситуация с плохими оценками повторится, то ваши отношения с ребенком окончательно портятся. Теперь возьмем ситуацию с мужем, который засмотрелся на другую женщину. У нас в центре готовых решений есть убеждение о том, что если ваш муж женился на вас, то он должен смотреть только на вас. Скорее всего, так и было в первые годы вашей совместной жизни, а теперь прошло время, и он стал видеть и других женщин. Обнаружив эту ситуацию расхождения реального поведения вашего мужа и вашего убеждения о том, как он должен себя вести, ваш рептильный мозг оценил ее как опасную, угрожающую вашему браку. Он тут же перевел вас в состояние раздражения, и вы с позиции силы сделали выговор вашему мужу. Либо вы промолчали, но внутри вас поселился страх, что муж может от вас уйти, и у вас возникла ревность. Ваши отношения начали портиться. Или возьмем ситуацию, когда ваш руководитель поручил вам выполнить задание, относящееся к сфере деятельности другого сотрудника. То есть вы его выполнять вроде бы не должны, а вам его поручают. Ваш рептильный мозг обнаружил это расхождение и перевел вас в состояние готовности к борьбе. Вы могли возразить руководителю, что это дело другого человека, но он вас не стал слушать. Вам пришлось уйти, но в душе у вас бурлило возмущение. Или вы промолчали, но в душе осталось возмущение. Ваши отношения с руководителем стали портиться. Понятно, что отношения редко портятся от одного столкновения. Обычно их необходимо иметь десяток и более. Здесь мы рассмотрели ситуацию, когда кто-то нарушал ваши убеждения, хранящиеся в центре готовых решений, то есть в подсознании. А как может испортить отношения ваш разум? Примерно так же. Например, вы мужчина, недавно поженились,
и ваша жена заявила, что она хочет ребенка. Вы прикинули ваши нынешние финансовые и прочие возможности и поняли, что после рождения ребенка возникнут большие трудности. Вы живете в однокомнатной квартире. И вы предложили жене подождать с рождением ребенка пару лет. К тому времени вы возьмете ипотеку, и ребенок въедет сразу в двухкомнатную квартиру. Вашими словами и действиями при этом будет руководить ваш разум, и обращаться вы будете к разуму жены. А ее желанием срочно завести ребенка будет руководить через инстинкт продолжения рода ваш рептильный мозг, которому совершенно наплевать на ваши жилищные условия. Поэтому она может дать очень сильную негативную реакцию на ваши слова, поскольку они будут разрушать очень важную для нее идею срочного деторождения. То есть ее рептильный мозг переведет ее в возбужденное состояние, из которого она будет давить на вас с требованием родить ребенка. Если вы будете сопротивляться, скандал неминуем, а то и развод, так бывает. Ваши отношения расстроились. А причиной стало очень обоснованное решение вашего разума подождать исполнять ее требования срочного рождения ребенка. Или другая ситуация. На работе вы придумали что-то очень ценное и обратились с вашим предложением к начальству. В вашем воображении вас должны были наградить. Вы должны были получить деньги или повышение по службе. Но руководитель отверг ваше предложение. По каким мотивам он это сделал? Их может быть множество. Он мог опасаться, что когда предложение примут, вы станете претендовать на его должность, или что вы вдруг получите много денег, которые пройдут мимо него, или что-то еще. В общем, ваше замечательное предложение отвергли. Ваш рептильный мозг оценил эту ситуацию как опасную и дал вам импульс возбуждения, чтобы вы могли защитить свой проект. Но в реальности вы вступили в спор с руководителем, и победителем остался он. Вы остались недовольны его решением, и ваши отношения надолго или навсегда были бы испорчены, и так далее. То есть причиной ухудшения отношений могло стать любое событие или даже намерение, если оно разошлось с чьими-то интересами или устойчивыми убеждениями. Активным участником всех конфликтов является ваш рептильный мозг, который всегда защищает ваши интересы. Можно ли как-то сделать так, чтобы конфликты не возникали? В принципе, да. Конфликты не возникают у людей, у которых не активирован рептильный мозг. Таких людей мало, и живут они в очень защищенных и безопасных условиях. Это коренные жители некоторых стран Северной Европы, например. Это низкоинстинктивные, высокорассудочные люди. Правда, в связи с нарастанием общей напряженности в мире, и там сегодня люди становятся более инстинктивными, это проявляется в росте национализма. Россия – страна, которую постоянно трясет и лихорадит, поэтому ее население всегда было и есть достаточно инстинктивно. То есть наш рептильный мозг никогда не дремлет и постоянно бдит на страже нашей безопасности. И в любой момент готов прийти к нам на помощь, выдавая свою эмоциональную реакцию на происходящие события. Можно ли дать рептильному мозгу команду не лезть нас защищать? То есть не создавать негативных эмоций, что бы ни происходило? Скорее всего, нет. Наш рептильный мозг оттачивал свой алгоритм действий в течение 2 миллионов лет, как утверждают психофизиологи. И он совершенно не готов менять свое поведение по команде нашего разума. Зато есть другой путь – убрать из своего центра готовых решений все свои сверхважные ожидания, что и как должно происходить. То есть нужно убрать у себя те очень важные для вас ожидания, при нарушении которых ваш рептильный мозг бросается на вашу защиту. Такие сверхважные ожидания в методике «Разумный путь» называются идеализациями. Их у каждого из нас могут быть десятки в самых разных сочетаниях. Если вы некоторое время понаблюдаете за собой, делая записи о том, на какие события вы давали эмоциональную реакцию, то вы можете выявить у себя все ваши идеализации. А затем можно разными способами сделать так, чтобы эти сверхважные для вас сегодня убеждения, хранящиеся в вашем центре готовых решений, перестали быть для вас такими важными. То есть они станут обычными убеждениями, которые ваш рептильный мозг не готов защищать. Например, если вы замените у себя ваше сверхважное ожидание
«мой муж должен смотреть только на меня», на ожидание типа «мой муж может смотреть на любых женщин, это поможет ему убедиться, что я есть самый лучший для него выбор», то ваш рептильный мозг больше не будет давать прежней эмоциональной реакции, когда ваш муж засмотрится на любую другую женщину. То есть у вас исчезнет негативная эмоциональная реакция, и вашим отношениям ничего не будет угрожать. Причем заметьте, что речь не идет о том, что вы реально должны стать самой лучшей женщиной для него. Это совсем не требуется. Вам всего лишь нужно заменить одно убеждение на другое в своем центре готовых решений. И все ваши переживания исчезнут навсегда. Это очень похоже на работу с аффирмациями, как вы понимаете. Но у нас это не просто работа с наборами красивых слов, как это происходит в большинстве случаев. Мы предлагаем эту работу сделать очень четкой и целенаправленной. Вы выявляете у себя сверхважное ожидание и формулируете его как негативное убеждение. Затем формулируете позитивное убеждение, которое будет уменьшать значимость того, за что раньше так долго и отважно боролся ваш рептильный мозг, и загружаете его в себя. И все. Никаких переживаний по этой теме у вас больше не будет никогда. Раз все так просто, почему же люди тысячелетиями продолжают испытывать негативные эмоции и разрушать любые, даже самые важные для них отношения? Проблема в том, что не так просто заменить наши сверхважные ожидания на какие-то другие. Этому препятствуют наши эмоциональные блоки. Что такое эмоциональный блок? Поясняю. Когда нарушаются наши очень значимые ожидания, наш рептильный мозг резко повышает нашу энергетику, чтобы мы могли защитить себя. Причем, исходя из своего дремучего опыта, он дает нам столько энергии и возбуждения, чтобы мы могли реально победить в драке с нашим оппонентом. Еще 100-200 лет назад мужчины постоянно дрались друг с другом, доказывая свою правоту. Сегодня наш мир стремительно цивилизовался, и ввязываться в физическую драку с оппонентом рискуют только самые безбашенные люди. Все остальные люди сегодня уважают уголовный, административный и семейный кодекс, правила корпоративного поведения и прочие правила, ограничивающие наши возможности выяснять отношения путем рукоприкладства. То есть в случае нарушения очень важных для вас ожиданий, рептильный мозг дает вам энергетический заряд, чтобы вы могли физически наказать того, кто нарушает ваши идеализации. А вы не деретесь, вы сдерживаете себя. Как максимум, вы можете поругаться, а то и просто промолчите. То есть возбужденная в теле энергия вами полностью не используется. Вы все не раз испытывали это состояние, когда вы чем-то сильно раздражены, ваши руки дрожат от возмущения. Энергия бурлит в теле, но вы не позволяете себе использовать эту энергию, то есть не деретесь. Вы сдерживаете себя. Эта программа поведения из вашего центра готовых решений управляет вашим телом. Вы говорите себе «успокойся, успокойся». Ваш рептильный мозг, исходя из своей пещерной логики, понимает эту вашу команду как сигнал того, что сегодня вы выбрали не драться, поскольку ваш враг сильнее вас. Но в другой раз вы, скорее всего, не будете себя сдерживать. Поэтому он запасает возбужденную в теле энергию в виде энергетического сгустка, который называется эмоциональный блок. То есть эмоциональный блок – это своего рода сжатая пружинка в вашем теле, реальный мышечный микроспазм. Это означает, что сколько вы испытывали в жизни негативных переживаний, столько микроспазмов накопили у себя в теле. Причем энергия борьбы с одним оппонентом у нас в теле откладывается в одном месте, для борьбы с другим в другом месте тела, для борьбы с третьим в третьем месте и так далее. Подробнее об этих процессах смотрите в разделе 11 «Инструменты. Делаем внутреннюю чистку» этого сайта. Здесь лишь отметим, что накопленные в теле эмоциональные блоки создают вам массу проблем. Они понижают вашу энергетику. Они порой порождают заболевания тех органов тела, где блоки расположены. Когда эмоциональный блок становится большим, он буквально начинает управлять вашим поведением. Как это получается? Поскольку большой эмоциональный блок состоит из энергий, которые были много раз возбуждены в вас для борьбы с одним конкретным человеком, то он ориентирован только на борьбу с этим человеком. Эмоциональный блок начинает следить за поведением вашего оппонента.
Точнее, следить будет ваш рептильный мозг. Ваш рептильный мозг будет пристально следить за вашим оппонентом, так как против него есть большой эмоциональный блок, значит он реально опасен, его нельзя выпускать из виду. И как только ваш оппонент совершит любую ошибку, рептильный мозг тут же активируется, перехватит управление вашим телом и переведет вас в перевозбужденное состояние. Вами начинает управлять негативная эмоция, разум выключается, и вы совершаете необдуманные поступки, о которых потом можете пожалеть. То есть эмоциональные блоки – это глаза и руки рептильного мозга, каждый из них готов к борьбе с определенным оппонентом. В итоге вы перестаете видеть достоинства вашего оппонента и начинаете видеть в нем только недостатки. Так часто бывает в семейной жизни. На стадии влюбленности муж и жена видят друг в друге только достоинства. Через пару лет розовые очки спадают, вместе с ними уходит концентрация на достоинствах вашего избранника. И вы вдруг обнаруживаете, что его система ценностей немного не совпадает с вашей. Он не ценит то, что очень важно для вас, и у него есть свои какие-то дикие требования к вам. Понятно, что ваш рептильный мозг тут же подключается к борьбе за ваши сверхважные идеи, идеализации. Рептильный мозг вашего, прежде любимого человека, тоже начинает бороться с вами за свои идеализации. Вы начинаете конфликтовать, ваши отношения резко ухудшаются, порой переходят в ненависть друг к другу. Вы забыли о том, чем вы раньше восхищались в вашем любимом человеке, и видите только его недостатки. В таком состоянии живут миллионы семей. Допустим, вы видите, что совместная жизнь становится невыносимой и хотите что-то изменить. Вы прочитали книжку про идеализации и хотите убрать их из себя. Вы выявили свои идеализации, поставили позитивные убеждения, которые понижают значимость ваших сверхважных идей, и пробуете загрузить эти фразы в себя, свой центр готовых решений. Что при этом начнется? Рептильный мозг вместе со своими помощниками, эмоциональными блоками, начнет оказывать сопротивление вашим попыткам что-то изменить. Почему? Потому что своими позитивными убеждениями вы хотите понизить вашу безопасность. У вас есть враг, с которым вы боролись многие годы, и вдруг вы даете себе команду прекратить борьбу с ним. Тогда у вашего оппонента появится шанс победить вас, а это недопустимо. 100, 200 и более лет назад это могло привести к реальной угрозе вашей жизни и существованию вашего рода. Сегодня мир стремительно цивилизовался, и никто не придет убивать вас и грабить ваш дом, если вы прекратите борьбу. Вас защитят законы и полиция. Но рептильный мозг пока не понял и не принял этих изменений, происходящих во внешнем мире. Он живет в своей прежней логике и стремится всеми силами защитить вас от несуществующей опасности. То есть он будет противодействовать вашим попыткам изменить некоторые программы вашего центра готовых решений. Поэтому прежде чем начать работу по отказу от своих идеализаций, необходимо освободить свое тело от накопленных в нем эмоциональных блоков. Это не просто, но возможно. Основной инструмент, который используется для этих целей в методике «Разумный путь», называется эффективное прощение. Он состоит в том, что вы сначала пишете развернутую формулу прощения вашего оппонента. Это набор команд о том, что вы просите у вашего оппонента прощения за ваши недружественные действия против него. Еще вы прощаете своего оппонента за те неприятности, что он доставил вам. Вы даете себе команду забыть о всех неприятностях, связанных с этим человеком, и впредь вы выбираете жить с ним мирно и уважительно. То есть развернутая формула прощения порой может состоять из 40-70 фраз, каждая из которых является своеобразной командой на то, чтобы выйти из борьбы с вашим недругом. А потом вы загружаете эти команды прощения в себя. Для повышения эффективности загрузки мы используем режим легкого трансового состояния, когда понижена наша способность отсекать внешние команды. В результате рептильный мозг дает команду убрать тот эмоциональный блок, который противодействовал загрузке нужного вам позитивного утверждения. Когда эмоциональный блок исчезает, появляется возможность убрать свою идеализацию. Вы загружаете в себя позитивное утверждение, отменяющее вашу идеализацию, и вы перестаете испытывать переживания в той сфере жизни, где раньше были готовы биться насмерть с любыми, даже самыми близкими вам людьми
за дорогую вашему сердцу идеализацию. Отсюда вытекает несложный алгоритм выстраивания хороших отношений в любой сфере вашей жизни. Вы можете видеть его на рисунке рядом с этим видео. Прежде всего, вы должны признать, что вы сами являетесь источником плохих отношений. Вы не жертва обстоятельств, вы источник ваших проблем. И вы берете на себя обязательство исправить эту ситуацию. Далее вы начинаете работать над собой. Для начала вы составляете список тех людей, отношения с которыми вас не устраивают. Это могут быть ваши дети или родители, ваш муж или жена. Это можете быть вы сами, если вы недовольны собой, испытываете угрызения совести, чувство вины или стыда, самоедство, бесконечные сомнения и так далее. Это могут быть ваши родственники, друзья, знакомые, с которыми вы конфликтуете. Это могут быть ваши коллеги по работе, ваш руководитель или ваши подчиненные. Это могут быть клиенты, заказчики, поставщики товаров или услуг и другие люди, отношения с которыми оставляет желать лучшего. Иногда такой список составляет 20-50 человек. Вам, конечно, нет необходимости работать со всеми ими. Выберите 3-5 тех людей, отношения с которыми доставляют вам максимальный дискомфорт. Вы будете работать с ними. Затем вам нужно начать вести дневник самонаблюдений, где вы будете записывать все ваши переживания. И тут же выявлять, за какую вашу идеализацию вы боролись в очередном конфликте. Форма дневника и примеры его ведения вы получите на рабочей странице. Параллельно вы по определенным правилам составляете развернутые формулы прощения на отобранных вами людей и прорабатываете эти формулы прощения в режиме эффективного прощения, чтобы убрать из себя эмоциональные блоки, заряженные на борьбу с этими людьми. Далее, вы для каждой выявленной у себя идеализации составляете по определенным правилам позитивное утверждение, отменяющее эту идеализацию, и загружаете ее в себя в режим эффективного самопрограммирования. Как только вы это делаете, вы автоматически выходите из борьбы с тем человеком, с которым вы конфликтовали многие годы. Обычно этот человек тоже перестает бороться с вами. Почему так происходит? Раньше вы были явным его врагом, нападающим на него с непонятными ему требованиями, а теперь вы вышли из явной или бессознательной борьбы с ним. Враг в вашем лице исчез, и его рептильный мозг убирает в нем эмоциональный блок, заряженный на борьбу с вами, поскольку больше бороться с вами не нужно. Ваши отношения становятся спокойными, и вы можете на уровне разума найти выход из ситуации, которая являлась причиной ваших конфликтов. Например, у ваших родителей в центре готовых решений застряла сверхважная для них идея о том, что ребенка нужно все время контролировать, чтобы уберечь от неприятностей. Поэтому они всю жизнь стараются навязчиво контролировать все ваши действия. А вы многие годы героически боретесь с ними за вашу независимость, у вас это стало идеализацией. Понятно, что ваши отношения оставляют желать лучшего. Вы устали от борьбы и решили улучшить отношения. Вы начали вести дневник самонаблюдений и через месяц начали хохотать над своим дурацким поведением, перечитывая дневник. Вы увидите, что вы без малейшего эффекта десятки лет доказываете своим родителям, что вы уже взрослый человек и что им не нужно лезть в вашу жизнь. Поэтому вы составляете развернутую формулу прощения на родителей и убираете из себя огромный эмоциональный блок, заряженный против них. Плюс работаете с прощением себя за свое дурацкое поведение. В результате такой работы вам станет неинтересно продолжать бороться с родителями, и ваши отношения резко улучшатся. Но нельзя на этом прекращать работу над собой. Дальше нужно убрать из себя вашу идеализацию, иначе она скоро снова ввергнет вас в борьбу с родителями. Вы составляете ПУ о том, что отныне вы с благодарностью принимаете заботу родителей о вас в любой комфортной для них форме и загружаете это ПУ в себя. И все последующие годы вы не будете остро реагировать на поведение ваших родителей. Скорее всего, они не изменят своего отношения к вам и своего поведения. Они ведь не работали над собой. Они по-прежнему будут интересоваться вашей жизнью. Скорее всего, у них больше нет никаких дел на этом свете. Но вы будете относиться к их поведению доброжелательно и с юмором. Ваши отношения восстановятся. Точно таким же образом можно восстановить любые отношения. Если из борьбы выходят муж и жена, то у них порой может восстановиться любовь и взаимное влечение.
На работе вы из преследуемого сотрудника можете стать хорошим специалистом, которого активно поддерживает ваш руководитель, хотя раньше был для вас главным врагом. Если вы выходите из внутренней борьбы с клиентами, то они начинают интересоваться вашими товарами или услугами, и ваши продажи резко вырастают и так далее. То есть любые отношения можно восстановить. Но для этого нужно приложить целенаправленные усилия длительностью от 1 до нескольких месяцев. Так что выбирайте, как вы будете жить дальше. Реально поработать по предложенному алгоритму вы можете в зоне 3 рабочей страницы, куда нужно перейти по ссылке выше. Там же расположены все инструменты, о которых рассказано в этом видео. Вы можете сделать любые отношения настолько хорошими, насколько вам захочется. Действуйте!